Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за нашими встречами с психиатром Спартаком Субботой. Спартак, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Начать наш разговор я хотел бы с свежих заявлений Зеленского. В общем, у него вдруг оказались карты. Значит, он дает интервью, да, западному журналисту, блогеру, и, в общем, это все как бы на западную аудиторию, и тот удивляется, мол, приехал же к нему в столицу и говорит: слушайте, тут говорили, что у вас нет карт, а теперь целые Соединенные Штаты просят у вас помощи. Вот этот фрагмент особенно интересный. Минулого року в Білому домі вам сказали подякувати. Вам сказали, що Україна не має козирів, а тепер Америка просить Україну про допомогу. Вони не звернулися спочатку до Франції, не до Німеччини. Вони відмовилися від авіаносця Великої Британії. Вони звернулися до України. Як це відчувається? И смотрите, он такой задается вопрос, как это чувствуется, как это он доволен, растекается улыбка, вот это. Что отвечает? Гарне відчуття. Ні, це завдяки нашим солдатам, чудовим людям і різному виробництву, яке ми нарощували з початку війни. Зараз у нас високий рівень, але тепер, звісно, коли Сполучені Штати попросили нас відправити наших людей, наших солдатів, насамперед наших солдатів, і так, деяких наших фахівців з певним обладнанням, ми називаємо це обладнанням, так, щоб захищати американські бази на Близькому Сході в Йорданії, і, можливо, ми також відправимо до Саудівської Аравії. Зараз ми про це говоримо, американці попросили нас. І, звісно, ми пишаємося, що можемо допомогти нашим американським партнерам. Чи можна сказати, що Україна тепер має козирі? Думаю, так. Скажіть мені. Я б так сказав. Так. Думаю, так. Але я думаю, що ми мали... Знаєте, це як хороший гравець. Тож у вас можуть бути хороші карти, але не обов'язково показувати всім, що у вас є ці карти. Хорошие карты были. Но не обязательно показывать, что они были, эти карты. Он хороший игрок. Он доволен. Он говорит: ну ты скажи, какой я крутой. Слушайте, ну это прям просто что-то несусветное. Слушайте, как и не было вот этих обстрелов, как и не было поражения инфраструктуры, как и дизель по 80 сегодня с утра, это вообще не о том. Как там живут? Вот, у меня есть карты, я игрок. Что скажете по поводу вот этого эпизода, который активно форсится, причем у самого Зеленского тоже на странице? Ну, я так и хочу сказать, что только у него это и форсится, потому что людям... Я нашел этот отрывок и в сети X, и комментарии людей по этому поводу. И уже даже самые щирые украинцы, они уже понимают, что это какой-то абсурд. То есть его там поддерживают только боты какие-то. То есть, а реальные живые люди его в этом вопросе не поддерживают, потому что вопрос, там даже задают такой вопрос: если карты у нас были, то почему мы без света сидим? Ну, то есть вот как-то такой вопрос, понимаете, что если у нас есть эта возможность, почему мы сидим без света? Во-первых, то, что у Зеленского есть склонность к тенденциям нарциссическим, тут ни в коем случае нельзя прям точно продиагностировать нарциссическое расстройство личности, потому что оно сложное, комплексное. Но ярко выраженные черты, вот самовосхваление, ассоциация себя с великими людьми, которым он никогда не будет. В общем, вот это у него имеется. И он, конечно же, кичится, получает удовольствие от того, как какой-то молодой мальчик, я даже не знаю, кто это такой, то есть это какой-то... Дай интервью Такеру Карлсону. Я хочу посмотреть просто, как об тебя будут вытирать все причинные места, специально неделю до этого их не мыв, потому что Зеленский может дать интервью только вот такому зеленому, я не знаю, там, я допускаю, что его тестикулы еще не опустились в так называемую мошонку, там совсем маленький мальчик, который не умеет отстоять ничего, там буквально пацана взяли какого-то, сказали ему, о чем нужно говорить, и все. Очень комплиментарное интервью. Потому что, я говорю, если бы он дал сейчас интервью кому-то из независимых сильных журналистов, многие бы об него вытирали, как я уже сказал, не только бы ноги, и все причинные места. Это первое. Второе, на что следует обратить внимание, модель донесения информации, как он ее доносит. Он это делает с элементом такого превосходства, и он хочет сам услышать, что о нем думает человек, который к нему пришел на интервью. Это очень неудобная позиция, таким образом дает возможность продемонстрировать, что у него есть карта через другого человека, как будто бы не он хвалится, как будто бы его хвалят, он радуется, такой как этот. Я смотрел фотографию, выложили там, где он был в шлеме, его назвали «Боевой хомяк». Вот он сидит уже такой уже, кстати, как и без шлема, довольно плохо выглядит, и без бронежилета. И вот
история о его самовосхвалении и его желании, чтобы его восхваляли другие, это история всего 95-го квартала. Так было всегда, так будет и дальше. Но по поводу помощи США. Никто его не просил помогать. На самом деле я нигде не слышал требований или просьб Украину включиться в процесс. Если зрители были внимательны, они могут обратить внимание, что Зеленский предложил, навязал, настоял на своей помощи, сказал, мы отправим. Тебя там никто не ждет, тебя никто уже ни о чем не просит. Куда ты будешь что отправлять? Ты защитить свои инфраструктуры и население не можешь. Ты не можешь ничего сделать с этим. Кому ты будешь отправлять? Мы отправим своих людей и технику, там, ПВО и все остальное. То есть звучит жалко. Досадно, что только люди это не видят, потому что те, кто увидели, возмутились, но большинство людей таки будут думать, что это какой-то успех в рамках интервью. Но, Александр, вы видите, как он хоронит государство, и что ситуация в Иране сейчас Украине не сильно помогает. Эта ситуация не то, чтобы не сильно помогает. Люди не совсем понимают, что такое подорожание нефти, что такое подорожание бензина, дизеля и всего остального. Люди не понимают. Это подорожание всего. Потому что все от конфет до хлеба и всего остального, это все благодаря энергоресурсам. Ну, вы же Люди не видите, понимают, тут же что это включается вот эта пропаганда, понимаете? А она такая очень... Я показывал вчера в эфире в шуме, что говорят, смотрите, взяли, короче, евро, да, пересчитали в гривни и провели статистику. Вот смотрите, в Германии подорожало, в Польше подорожало, в гривнях. Смотрите, как насколько подорожало. А Украина совсем чуть-чуть. Причем успокоили, Украина держится. Почему? Потому что у нее был опыт в 2022 году, когда, собственно, сеть АЗС и вот этих, НПЗ или там хабов, там сейчас модное это слово, короче, там, где нефтехранилище, они же тоже подверглись ударам, и это все перераспределили, сделали такую, размазали тонким слоем, в общем, сразу, бензовоз на заправку, и поэтому сейчас вот как перестроились и работают вот так, и поэтому это типа помогло. Но опять-таки манипуляция в том, что гривню падающую, да, представили в евро. Опять-таки мы понимаем, что не может нефтепродукт, любой там соляра, дизель, отправляясь из Европы, а только из Европы, да, вот в Украину, стоит дешевле, чем в самой Европе. И то есть, если что-то еще не дошло, то вот утром все проснулись и увидели дизельное топливо по 80. Эту логику как бы отбивают у всех. Говорят, Украина держится. Вот смотрите, как у них плохо, а у нас хорошо. Вот смотрите, у нас ПВО. Так, а почему это ПВО, эти специалисты не защищают украинское небо? Да, и я хочу обратить еще внимание зрителей на один важный момент. Дизельное топливо сейчас в рамках промышленности играет более важную роль, чем сам по себе бензин. Кто не знает, большая часть техпроизводства на дизельном топливе. И я напомню, что 20% дизельного топлива, которое поступало в Украину, поступало у нас откуда? Из Венгрии. Из Венгрии. А у нас в последнее время с венграми что-то не получается. Да? Там как-то не клеится в контакт. Что-то непонятно по каким причинам. Мы что-то с ними ругаемся. И вот сказали, смотрите, значит, никакого вам сейчас транзита дизеля не будет. И это не будет до тех пор, пока не заработает у нас, как говорится, дружба. И мне вот знакомые, тут в Украине есть знакомые, которые... Есть две категории знакомых, которые ходят в Гулливер постоянно пить кофе и кушать десерты, а вторая категория, которая на фронте. И вот, которые ходят в Гулливер кушать десерты и пить кофе, торговый центр Гулливер, кто не знает, в общем, они говорят, нам что там, это вся Венгрия, она вечно что-то там ноет, скулит, они слабенькие, вот эти 20%, что такое это дизельное топливо, это ж ни о чем. И те, кто на фронте, пацаны говорят, мы теперь не совсем понимаем, как нам заправляться. У нас возникает вопрос. То есть мы сильно нас урезали по финансированию для обеспечения техники, и теперь, говорит, мы даже не понимаем, как заправлять большую часть техники, которая у нас есть. Я не говорю даже про военную технику, он говорит даже про технику просто транспортировочную. И вот это два разных мира, понимаете? И вот эти два разных мира, они же приводят к еще более сильному внутреннему расколу. И получается так, что есть люди, которые ощущают эти изменения,
и люди, которые ощущения не ощущают, вот эти изменения, они их не чувствуют. Вот те, кто живут в гражданской позиции, они эти изменения сильно ощутить не могут. Ну, вот представьте себе ситуацию, они как ездили на метро, там, на каком-то автобусе, там, или, допустим, на такси, они так и будут ездить. Для них эта ситуация вся в стране, которая и в мире сейчас происходит, она не будет критической. Вот они этого не ощутят. А ощутят те люди, которые обеспечивают качественную жизнь для тех, кто это ощущать не будет. Это формирует еще большее нагнетание и раскол внутри государства. Сейчас, кстати, раскол еще сильнее происходит. Особенно, кстати, звучит смешно, но на самом деле нет. Еще больше раскол происходит на фоне войны в Иране. Почему? Военные начинают утверждать следующее, что если наша война не является уникальной, если наша война, это, смотрите, это очень интересная мысль, если наша война не является уникальной, если наша война имеет такую же модель взаимоотношений, как у США с Ираном, причем даже военные говорят, что Россия и Украина, США и Иран имеют одинаковую позицию, и Израиль в том числе, одинаковую позицию по интенсивности в начале. Говорит, совершенно разная система сдержек у Ирана и у Украины. Иран, все равно у них осталась там их позиция, они как бы ничего не меняют. Украины осталась позиция, ничего не меняется. Но против России санкции ввели, Россию лишили возможности везде выступать, а Израиль и США нет. И они говорят, что вот это вот все, то, что вот они наблюдают, они начинают задумываться о том, что это все не случайно происходит. И понимаете, когда люди, которые никогда не думали о том, ну, какая истинная причина войны, начинают задумываться о том, что это происходит не случайно, у них возникает недовольство. Ну, вообще, это, конечно, история, она показала очень многие вещи, и где-то есть отражение. Да, оно немного кривое, это зеркало, но это зеркало, да? Когда ядерное государство бомбит, атакует. Сейчас приходят новости, но опять-таки это все очень нужно проверять, потому что ну, это с иранской стороны, да и с американской тоже надо проверять. Все прекрасно видят, да, когда там сенаторы выходят с совещания, белые говорят, мы ничего не можем, а Трамп еще всех вчера победил и всех, скажем так, разбил. Это вызывает определенные вопросы. Так вот, приходят новости, что какие-то морские котики и дельту, которую использовали в Венесуэле, в общем, ликвидировали. Высадили все-таки в Иране и ликвидировали. Опять, может, это вброс. То есть, это иранские СМИ, вот это вот как бы... Их понять можно. Да? Удары колоссальные по Ирану. Никто этого не отрицает. Но Иран выходит и говорит, да, давайте нам репарации платите. Тоже ничего не напоминает. Говорит, давайте репарации платите, давайте отменяйте свои запреты. Вот выполните эти условия. Мы готовы садиться за стол переговоров. То есть, Иран, находясь понятно, что в более уязвимом положении. Понятно, что по нему там лупят по этому Тегерану как не в себя. Но он умудряется отвечать. Летит по Израилю, летит, собственно, по странам залива. То есть мы видим, как абсолютно меняется облик этой войны. И тут вы, так бы сказали, коснулись этой темы, но тут очень важно. Когда украинская война не становится уникальной, или вот этой, да, там, орки, эльфы, ну, то, что с 22 года нас, скажем так, подчивали. Сейчас вот мы смотрим на войну в Иране, а кто там орки, кто там эльфы? Понимаете, когда Трамп говорит, Эрдоган, а давай убьем нового Хаменеи. Ну, имеется в виду не нового, а нового Аятоллу, сына Хаменеи. То есть происходит абсолютный переворот сознания. Когда там в Турцию летит ракета, а она, Турция, фактически обвиняет Израиль и говорит, ребята, мы как бы не вчерашние, мы понимаем, кому выгодно втянуть нас в войну, мы там закрываем свое небо, в общем, подлеты, вот это все дополнительное ПВО, мы защитим, мы не слабаки, не надо с нами так разговаривать. А Трамп, тут же важен тон, которым он предлагает вот это убийство. То есть все переворачивается. И война в Украине, кто-то говорит, уходит на второй план. Да, она периодически уходит и возникает. Сущностные вещи, а зачем эта война, выходят на авансцену. То есть, сейчас вот если так разобраться, да, американцы себе и правильно делают, кстати. Они живут в таком, скажем так, обществе, да, в таком обществе. Они выходят и говорят, а зачем нам эта война? Так они могут это сделать, да, а украинцы уже нет. Смотрите, я хочу обратить внимание по поводу коммуникации, которую ведет США, казалось бы, такая суперсверхдержава, и которую ведет Иран.
И вот представитель МИД Ирана делает очень интересную вещь. Он публикует информацию о том, как другие официальные лица из США публикуют, скажем так, не падение, а рост рынка в положительном ключе. Вот буквально сегодня вышла эта новость, и эта новость вот довольно отрезвляет. Вот смотрите, как это выглядит, что глава МИД Ирана опубликовал, перепостил то, что запостили себе американские официальные лица. И вот они публикуют фейковые новости, чтобы манипулировать рынками. И цитата, что это не защитит их от инфляционного цунами, которое обрушилось на американцев. Интересно то, что абсолютно каждый житель США очень хорошо ощущает на себе изменения в вопросах продажи и покупки нефтересурсов. Почему? США — это не Киев, где везде есть там пешеходные дороги, где есть регулярно там ходит транспорт наземный, подземный. В США, это очень большая страна, и в США играет важную роль дизель, бензин для того, чтобы просто передвигаться. У каждого есть машина. Во-первых, это не такая роскошь, как для нас, а во-вторых, каждый может этим пользоваться. И теперь уже даже некоторые представители республиканцев начинают задумываться о том, что они будут терять, серьезно будут терять на осенних выборах голоса по причине того, что они ввели войска в Иран. А вот сейчас идет идея о том, чтобы вводить эти войска. И потому они не хотят потерять эту возможность. Многие из тех, кто их поддерживал, являются ветеранами, являются семьями ветеранов и, в принципе, поддерживают идею военизации. Однако поддержка идеи военизации, вот тоже хочу, чтобы это понимала и аудитория, что поддержка идеи военизации в США заключается в том, чтобы не воевать. Суть сильной системы обороны заключается в том, чтобы хорошо обороняться. Идея о том, что под вами наша нефть, и вынужден обороняться, она же уже не налазит на голову. Не могут понять, и американцы не могут понять, для чего это война. А теперь самое интересное. Задают вопрос, неоднократно, Левит задает вопрос, что можно считать завершенными целями войны? Скажем так, этого конфликта. Трамп говорит одно, представитель Министерства войны говорит другое, Левит говорит третье. Ни у кого не бьются данные. Если данные не бьются, это выглядит плохо. Например, вот у россиян данные как бы бились. То, что говорит, допустим, Лавров, это транслируется там и Путиным и так далее. То есть там есть какая-то синергия. У них есть понимание того, куда они движутся. То, что оно со временем меняется, это, конечно, очевидно. Сейчас уже для них и денацификация не является ключевой, и уже как бы и язык не суть важен, и теперь они как бы и церковь не очень хотят защищать. Такое немножко двойные стандарты, но тем не менее. Они хотя бы всегда транслируют, у них как бы один рупор, и они с этого рупора транслируют. То, что происходит в США, в связи с тем, что там двупартийная система, в связи с тем, что там есть раскол даже внутри конкретной партии, то есть республиканцы тоже разные. Республиканцы разные. У нас офис президента тоже разный, но у нас там не такой разный, как республиканцы. И получается вот что. Задаются вопросами. Как мы можем переизбираться, куда мы можем двигаться, если мы просто хороним экономику. И ладно, то мировую экономику, потому что это мир, это где-то там. А Америка, она вот здесь. Мы хороним это. И с точки зрения социальной массовой психологии у людей возникает ощущение того, что они не влияют на процессы. А человек, которого они избрали, не подчиняется интересам общества. И в этом ключе, если мы возьмем все государства, которые мы сейчас видим, вот которые есть всего несколько государств, которые, по моему субъективному мнению, я не политолог, но по моему субъективному мнению, реально заинтересованы в интересах своего народа. Это Китай, это Словакия, это венгры и еще поляки. И начинает доходить до нашей прекрасной Урсулы фон дер Ляйен, начинает доходить. Что-то мы не то с атомной энергетикой сделали. Потом они спустят штаны и скажут, что-то мы не так сделали с санкциями против России. Потом спустят оставшиеся на них, скажем так, исподние и скажут, наверное, нам нужно все возвращать назад. А назад вернуть уже, вы же сами понимаете, санкции — это как выпущенная стрела. Она залетает легко, но вытягивать ее очень болезненно и очень тяжело. И даже, уже Европа начинает задуматься, а что там, кстати, с Россией? Давайте узнаем, что у них, как у них. А наберите Путина, вы знаете, как у него дела. А может, мы можем что-то сделать сейчас там с нефтью? Все-таки, как ни крути, у них ее вон сколько, а у нас ее вот как мало. И вот получается, что мир сейчас, именно благодаря действиям Трампа, начинает менять вектор.
опять-таки, возможно, я ошибаюсь, возможно, мне бы, например, Алексей Арестович сказал бы, нет, Спартак, вы не разбираетесь, все, сейчас все движется в сторону и так, и так. Но из того, что я сейчас вижу, из того, что я слышу, и могу, скажем так, проанализировать с помощью тех данных, которые у меня имеются, выглядит так, как будто бы Россия в глазах Европы перестает быть демоном. Потому что отмена коммуникации с Россией причинила вред. А коммуникация с Европой этот вред удвоила. Ну, вы же видите, как сейчас такая аналитика, что, ну, в общем, война – это всегда черное и белое. И вот ты должен выбрать сторону. То есть ты не должен анализировать, думать подтексты, контексты. Ты должен выбирать. Республиканцы или там администрация Трампа сейчас тоже на этом играет. Да? То есть давай. И они запустили вот эти, они все как попки не называют войной, называют конфликтом. Они все говорят, что вот на нас бы напали, Иран бы напал. То есть фактически повторяя там вот тот, скажем так, посыл российский, который Украина готовилась к нападению. Да? Сейчас же там тоже там, на Донбасс бы напали, а Лукашенко говорит, на меня бы напали. Все это вспоминают, 22 год, да, вот эти заявления. Это сейчас действительно такие время сорванных масок. Но опять вернувшись к Зеленскому, все-таки вот есть же уровень, да? Вот уровень. Если там Трамп, там как бы лидер, предводитель, и, в принципе, можно сказать, Хексит, он отвечает за Пентагон, он министр войны, а Трамп, он же вот концептуально видит вот так, поэтому у него спрашивают, а что у вас Хексит говорит другое? Он говорит, так можно подойти и так к этому вопросу. Ну, так, понятно, что Трамп юлит, но у него как бы статус и уровень. У нашего Зеленского уровень водителя школьного автобуса, он об этом сам сказал. Для всього, що сталося. Як ти почуваєшся як син, чоловік, батько, як людина? Это вот эти вопросы, конечно, это по поводу мальчика, который пришел к нему на интервью. Тут я согласен. Это после всего, что случилось, как ты чувствуешь себя как сын, отец, человек? То есть сейчас, наверное, что-то будет пафосное. Ну и все ожидали, наверное, что-то вот сейчас. Ну понятно, что там дальше Зеленский будет хвалить украинский народ, вот это все. Но он употребляет вот эту метафору. Як президент. Це велика, дуже велика відповідальність. Як велика відповідальність водія шкільного автобуса? Хто відповідальний? Водій, бо там діти. Ні, я не порівнюю наших людей із дітьми. Ні, все навпаки. Усі наші діти стали дорослими під час цієї війни. Ми бачимо їхнє ставлення до ворога, до життя, як вони допомагають одне одному. Тож вони дуже дорослі. Мої діти, всі діти України – це люди, які тут живуть. Але у тебе велика відповідальність. Ось чому я так почуваюся. Іноді, коли мама дзвонить, я почуваюся сином. Я не можу відчувати себе сином, бо я іноді думаю, що я старший за дитину. Я занадто дорослий, щоб бути дитиною. Але точно, знаєш, я точно син. Ось і все. Тож, це залежить, звісно, але здебільшого у мене немає часу на дітей. Ну, в общем, опять эта история, что у меня нет времени на детей, я там себя чувствую сыном, не чувствую сыном, вот эти вся как бы лирика-монорика. То есть, в принципе, что хотел журналист, то он и получил. Эти стандартные вопросы. Но водитель школьного автобуса, но у нас повзрослевшие дети-украинцы, все украинцы дети, слушайте, отец народов прям, Владимир Виссарионович. Да, Светоч. И вот он говорит, когда звонит мама, я чувствую себя сыном. А когда звонит Трамп, ты кем себя ты чувствуешь, когда звонит Трамп? Интересно, куртизанкой, не знаю, портками. Ну, мне просто интересно, ты должен соответствовать тенденции, которую ты транслируешь. Я честно скажу, знаете, вот эти видео, которые вы показываете, вызывают прям отторжение какое-то. Вот прям, ну, как бы я смотрел много разных видео, которые там и даже с элементами насилия, ну, вызывают какие-то противоречивые ощущения. Но вот это лицо, оно у меня вызывает уже аллергию буквально. Я просто, знаете, идиосинкразия. Я уже не могу это терпеть. Я смотрю на это, я не понимаю, почему, почему взял этот тот парень интервью. Еще так, знаете, вы еще вначале его обозначили. Западный журналист. Это же любого алкоголика, которого взять с Запада, это же западный журналист. Или взять какого-то гомосексуалиста, вот какой-то этот вот молодой. То есть я не понимаю, в чем, кто он. Кто это такой вообще, кстати?
У вас есть информация, кто этот человек? Смотрите, это журналист, подкастер, значит, Как и все мы. ну, как и все Ну, мы, то да, есть- фактически. Значит, это Кейлин Робертсон, да, есть такой Даже посмотрю, кто это. товарищ. Кейлин Робертсон. Значит, что о нем известно? Вот прямо сейчас, давайте там буквально коротко. Значит, он вообще ирландский журналист, документалист, между прочим. Он много работает в Украине, снимает репортажи, документальные фильмы о войне, освещает ситуацию на фронте, при фронтовых городах, комментирует тему российской пропаганды в Европе, между прочим, и западное восприятие войны. Он снимал фильм про Херсон, известен этим, и, значит, как бы показывал жизнь людей под обстрелами. О нем новости писали о том, что он даже когда-то провел свадьбу в Киеве со своим партнером. Вот видите, как чуечка, что она, видите, ее ж не пропьешь. Она вся как предикативная эмпатия, я все понимаю, все читабельно. Ну, понятно, тогда ясно, почему Зеленскому приятно с ним общаться. Они как будто бы на одном языке. Но я то, что я попытался только что найти, о нем информации немного, он не является каким-то серьезным журналистом. Понимаете, прийти на интервью и дать, такому журналисту дать интервью, комплиментарно это одно дело. Еще раз говорю, сходи к Такеру Карлсону. Почему он не пойдет туда? Он просто понимает, чем это закончится. Причем к Такеру Карлсону ходили все, даже, еще раз, представители России, представители США, представители Европы. Ходили, потому что знают, что Такер Карлсон сильный журналист. Он может задать вопрос, ответ на который может вынудить тебя покрыться росой. Пока ты отвечаешь на этот вопрос, ты уже мокрый, уже весь сидишь, не знаешь, как ответить. Пригласили какого-то мальчика. Я не знаю, не хочется, в общем, оскорблять, но это просто молочный парень какой-то задает вопрос, и как вы себя чувствуете после того, что все случилось, вот это то. Если вы уже отправляете, прошу прощения, гомосексуалиста, то отправляйте хотя бы активного, потому что пассивный не может задавать правильные вопросы. Мы видим, что он не может проявить какую-то сильную риторику. Все его вопросы. Я пересмотрю даже полностью это интервью. Знаете, вы меня заинтересовали, хочу поблевать побольше. Потому что я, честно, мне, например, как психиатру становится понятно, почему такая тенденция. У него происходит эскалация его личности. Личность, как при шизофрении, начинает разрушаться, и он начинает уже тянуться за что угодно, что напоминает ему о статусе. И он, естественно, будет подтверждать, он будет валидизировать вот это. Для него это очень важно. Для него это очень важно. Но для украинцев, украинцы, те, кто будет смотреть, напишите в комментариях, насколько вам важно то, что насколько значимо вы считаете это интервью. И конкретно вот этих два отрывка, которые Александр Швец вам преднесли, значимых в масштабах безопасности Украины. Помогло это Украине или нет? Моя позиция следующая. Вот это моя субъективная позиция. Тут можете осуждать, можете не осуждать. Я считаю, что если интервью не приведет к улучшению ситуации на территории страны, которая воюет, интервью является нецелесообразным. То есть, если ты даешь интервью, и оно не улучшает отношения с партнерами, не увеличивает количество партнеров, не улучшает ситуацию по финансовой стороне, не раскрывает новые данные, которые демонстрируют украинцам, или представителям воюющей страны, демонстрируют элементы безопасности. И теперь самое важное, не улучшает позицию по финансовой стороне, то есть вы не получаете финансовые выгоды, это интервью нецелесообразно. Мы же не знаем, получает он финансовую выгоду или нет, понимаете? Потому что это как раз-таки ровно та аудитория, которая, собственно, чешет на западную публику, то, что нужно Зеленскому. Поэтому вот такие к нему и приезжают. Тут интересный очень другой момент. Вот вы говорите, не улучшают. Улучшают. Смотрите, несколько дней говорили о том, что у Украины там есть ракета своя, там баллистическая, сейчас будем ее испытывать. И вчера Украина наносит удар по Брянску. Вот видео непосредственно оттуда. Ужасные, конечно, кадры. Несколько ударов. Били по заводу. Машины разъезжаются в рассыпную. Много видео, кстати, оттуда. Ударов было несколько. Они все в районе завода.
Кремниел, завод электроники пришлись, но там как пришлись, да, то есть что-то попало в завод, это отрапортовал Зеленский. То есть вот он говорит, карты, у нас есть карты, смотрите, вот ракеты. Позже, ну, по крайней мере, так официально говорят, это ракеты Storm Shadow, вроде как, да, официально о них заявлял Сырский и рапортовал Зеленскому, мол, эти... У многих российских, скажем, обозревателей возникает вопрос, а что он за 100 километров от фронта делал такой завод? То есть возникают вопросы. Ну, а во-вторых, конечно, точность попаданий. Да? Последствий по военным соображениям нам не скажут, но 6 погибших, 37 раненых – это та цифра, которая фигурировала вчера. То есть удар пришелся рядом с кинотеатром. Ну, то есть это город. Да? И, в общем, вот это вот поражение. И происходит это ровно тогда, когда выходит Витков, говорит о том, что на следующей неделе переговоры, о том, что да нет, ну, в принципе, все нормально, мы там будем как-то переговариваться. Происходит на фоне, том фоне, когда об Украине забыли, мы это комментировали раньше. Но поражает абсолютно вот это вот хуцпа, да, на всех уровнях. Вот, пожалуйста, Трец, да, пишет, я так понимаю, человек оттуда, с Брянска, девушка, что смена задыхалась в дыму, двери были заблокированы, пожарная сигнализация не отработала, боже, помоги нам. И приходит Министерство обороны под этот пост, твит, да, как правильно выразиться в Трetse, и официально с галочкой говорит, помогаем как можем. Ну, то есть это... ну, скажем так, дерзость публичная от абсолютно обезличенного аккаунта. Он же, понимаете, в чем дело? Почему вот вы там говорите, вот Зеленского уже не могу на него смотреть? Потому что он вроде как о личном говорит, но он же говорит обезличенно. То есть какие-то украинцы едут с тобой в автобусе, в котором ты водитель. А состояние этого автобуса какое? Или если громче крикнуть мне на следующий, или там поворот, да, какой-то, если понаглее себя вести, пнуть бабушку, там, у ребенка конфету забрать, то, в принципе, то и нормально ехать. Да, некоторые там на задних сиденьях квасят в этом автобусе. Повзрослевшие же дети. А кто водитель? Зеленский. И вот этот удар, он же точно не останется без ответа. Но когда прилетит какой-то ответ по каким-то объектам в Украине, будут кричать, смотрите, россияне срывают переговоры, обижают именно нас. Это то, о чем я рассказывал в предыдущем выпуске, что это мы похожи, скажем, как нация, очень такие, мы провоцируем, потом нас кусает собака, когда нас собака кусает, мы вынуждаем эту собаку усыпить. То есть мы являемся такими мелкими пакостниками в этом вопросе. Ну и вы можете себе представить, смотрите, ситуация с Брянском, мне она очень понятна. Почему? Потому что я буквально только год не живу в Киеве, а так я видел, как прилетало с российской стороны, прилетали и в жилые дома. То есть я видел все это, и никто никакого сочувствия, естественно, никогда не высказывал. Это понятное дело. То есть война, она такая. Как говорят, война никогда не меняется. Никто не говорит о том, что надо было бы там какое-то сочувствие уже. Украинцы не должны точно говорить никакое сочувствие россиянам из Брянска высказать. Проблема является официальная коммуникация. Вы можете себе представить, что Министерство обороны России под постом, когда у нас, допустим, прилетает куда-то и попадает по мирным жителям. Мирные жители умирают, и кто-то пишет, боже, когда это все закончится, и, допустим, Министерство обороны России пишет, мы и так приближаем этот конец. Это ж как будто бы это очень лишено смысла. Это то, чего никогда не будет у Украины. Смотрите, под «никогда» подразумеваю, никогда это так долго, пока сильно все не поменяется. Это, скорее всего, мы этого уже с вами не застанем. Никогда не будет дипломатии. У нас нет дипломатов. У нас есть сильные военные. У нас есть экономисты. У нас есть очень классные вороватые чиновники, которые, знаете, если бы они эти схемы воровства использовали во благо государства, мы бы были очень процветающей страной. Но у нас никогда не будет дипломатии, потому что для наших людей это типа войнушка. Все, что перешло точку невозврата, а для военных это во многом перешло точку невозврата, для людей во многом перешло точку невозврата, они не понимают, что такое публичная коммуникация, они не понимают, какие последствия для государства несет вот подобного рода риторика. Они этого не знают.
Потому что у нас никогда не было примера дипломатии и сильной внешней и внутренней политики. У нас не было. Потому нам кажется, что если у нас всю жизнь у руля были быдловатые псевдоспециалисты, то это мир такой. Во всем мире быдловатые псевдоспециалисты. Во всем мире наш президент выходит и обзывает Путина или какого-то другого правителя государства матами, угрожает Орбану. То есть, и это считается норма. И у украинцев создается представление о том, что мир таков, так можно. Понимаете? И они так взаимодействуют с миром. И теперь вот в чем проблема. В том, что на самом деле так нельзя. Нельзя не потому, что типа мы так договорились, так нельзя. Нельзя, потому что будут последствия долгосрочные. И, как любит говорить Орбан, тень твоих слов будет длинной. Когда он сказал Зеленскому по поводу того, что сказал Зеленский. Поэтому мы потом будем это все пожинать. И вот эта история с министерством, я вас уверяю, это очень унизительно, что представители Министерства обороны читают твиты чужие и комментируют их. Их же задача в другом. Ну, это же они потратили на это время. Их задача заниматься, поддержите свое государство. А то, что вы это написали, порадуются какие-то, причем кретины, неполноценные интеллектуально, порадуются где-то минуты 3-4. И они дальше пойдут. То есть, опять-таки, да, вот смотрите, тут же мы можем все на очень практический уровень перенести. Это сидит какой-то чиновник, он под броней, у него задача, он перед ним компьютер, он типа страничку ведет Минобороны. И он чем занимается? Ковыряется в носу пальцем, какие-то там иногда официальные сообщения публикует и лазит. И от имени этой страницы как бы чего-то там разглагольствует. То есть прийти к человеку, который, опять-таки, мы не знаем, это все система, понятно, обезличена, интернет, это может вообще быть и ПСО, это может все что угодно. Все так. Но представим ситуацию. Человек, говорит, бригада была там на заводе, двери заблокировали, все в дыму. То есть тяжело. Он делится этот человек, если представим, это настоящий человек, он оттуда, с Брянска, это действительно работник, или там он в курсе этой ситуации, а к нему, к этому обычному человеку приходит Министерство обороны, которое отправляло эти ракеты. Смешно. Это все равно, что вот эта девочка, которая в Монобанке проходила верификацию. То есть, что она сделала? Она девочка с Харькова, беженка, папа воюет, вся семья воюет. Она уехала в Словении жила, а потом она уехала в Германию. Наверное, нет хорошей жизни. Значит, в Германии надо же как-то устраиваться. Там хоть платят что-то, какое-то пособие, жилье дают. Она пришла в гости к своей подруге. Та тоже сначала была в Словении. Они, видимо, вместе как-то двигались, да, вот по этой Европе, искали лучшей жизни. Девочка молодая, у нее все впереди. Она обычная девочка, обычный человек, пассажир школьного автобуса, который едет в автобусе с Зеленским у руля. А целый дядька с аудиторией, хозяин, там, SEO, управляющий целого Монобанка, выставляет ее фотографию и говорит, что у нее немытая голова на фоне флага. Она говорит, это славянский флаг. А к нему приходят, говорят, ребята, а как вы вообще можете с банка выставлять фотографии, которые там для верификации, без согласия человека? Он говорит, не существует для этих орков никаких там прав, мы придем. И начинает вот это потужничать за счет вот этой девочки. Уровень личностей несопоставим. Да она и не тянется, она не хочет быть таким, как Гороховский. У нее своя жизнь в Европе. У нее там хоть бы папка живой был, да, хоть бы там выжил в этой войне. А он ее позорит на весь мир. То есть вот она, стратегическая коммуникация, Спартак. Александр, вы ошибаетесь. Вы сказали, уровень личности несопоставим. Сопоставим. Я публичности, не личности. Публичности имел в виду. Да, я понимаю, о чем вы говорите. Но у них сопоставим. Понимаете, в чем дело? И непонятно, кто более здраво отреагировал. Непонятно, кто из них более достойно отреагировал. Но это колхозное украинское жлобство, знаете, типа продемонстрировать свою силу над теми, кто не может отстоять, кто не может ничего сделать, но при этом засунуть язык в задницу, когда появляется кто-то сильный. Это классическая наша тоже. Я говорю, у нас вот эти все черты, которые в нас коренятся, их бы было здорово изменить с приходом новой власти, с приходом какой-то должна быть какая-то новизна. Но есть проблема. У нас нет альтернативы. Вы можете себе представить, что сейчас придет, не приведи Господь, боксер.
Вот станет президентом боксер. Или Залужный. Или, то есть у нас нет альтернативы. В такое государство возвращаться не хочется. Уже все, хочется уже жить там, где живешь. То есть, конечно, родина, ты там любишь свою страну как-то, кто-то хочет там домой пройтись по знакомой улице, как мы недавно обсуждали там с товарищем. Но когда ты понимаешь то, что государство вместе с нацией, с той частью нации, которая там осталась, оно обречено, ты не хочешь на тонущий корабль, потому что корабль можно еще спасти, но никто этим заниматься не будет. И когда ты смотришь, как реально величина какая-то, например, Министерство обороны пишет такие вещи, какая цель была этого? Давайте просто исходим из того, какая была цель. Цель – это унизить человека, который там находится, чтобы он больше страдал. Или цель – это порадовать народ. Народ не особо порадовался этому. Допустим, там было пару, причем именно таких низкоинтеллектуальных обезьян, которые этому так їм треба, дивіться, мы наближаємо. А те, кто прочитали, типа, они от этого не пострадали, они просто покрутили пальцем в виска, потому что мужики дурные. Как это можно... Этот мем, да, боже, яке кончено, тут подходит. Вы Залужного упомянули, его тоже недавно разматывал, есть такой Друзенко. Тут тоже такой специфический товарищ. Предлагал там кастрировать российских солдат еще раньше. Он медиков возглавляет, типа ПДМШ, батальон, и вот Мосейчук часто пиарит. И вот он высказывается о Залужном. Він їде послом в країну, не знаючи мови. Я в 35 почав мову вчити пізно. Я плакав, я ночами не спав, я знаю, як це важко. Але я вивчив. Відмовся, це профнепридатність, це ганьба ганебна. Я розумію, що в Україні все можливо. Це говорить, що він прийняв правила цієї системи. Тому Залужний нічого не змінить. І ті, кому влаштовує ця система, да, голосуйте. Ти радник Залужного, представ. Я не буду ніколи радником Залужного. Я не буду ніколи радником Залужного. Зрозумів. Повторюсь. Людина, яка ряжена, я не буду ніколи радником ряженого. Люблю грати в альтернативну історію, бо по-іншому є. Бо я людина, на відміну від Залужного, з принципами. Окей. Я за свої принципи відповідаю. Окей, дякую. То есть ему предложили, а вот ты был советником Залужного, чтобы ты посоветовал. Тот сразу отказался, это ряжено, это все. Понятно, что началась политическая борьба, и даже таблицу рейтингов посмотреть, где Залужный, где Друзенко, да, и все примерно понимают, что это вот борьба за вот это. Да, упоминая кого-то, ты сам становишься, тут же два пути, это чистая психология. То есть, или ты тянешься к уровню, скажем так, публичности, в общем, к уровню человека. И если ты не дотягиваешься, ты его опускаешь на свой уровень и ниже. То есть, два пути. Это поведенческая реакция, абсолютно понятно, наложены еще политические амбиции. Но ведь по большому-то счету, я вот сколько, и зрители не дадут соврать, сколько шума проводил, мне вот прям... Как-то вот от его этого корявого английского, если честно, даже как-то тепло, понимаете, становится. Как-то так, как-то это все как-то так по-простому, знаете, там, hello everybody, вот это все, там, как-то вот где-то все равно находишь вот это. Потому что, понимаете, от того, что он там, Зеленский, водитель школьного автобуса, на английском шпарит с этим небинарным в Киеве поженившимся, понимаете, не так тепло. А от этого хоть как-то тепло. Так да, смешно, да. Но он же говорит, профнепригодность. А кто сейчас профпригоден? Пускай будут вот такие, но они хоть там как-то что-то будут делать. Да, пускай там говорят, как могут. Учатся же, молодец. Если сам Друзенко признается, что он плакал, язык не мог выучить. Как вы относитесь к этой теме? Плохой язык, прям фактор профнепригодности посла в Британии. Я несколько таких стейтментов хочу сказать. Во-первых, сам вот этот вот мужчина, который комментировал, у него были и хорошие высказывания. Например, по поводу мобилизации. Он говорит, я не вижу смысла людям идти воевать, люди не могут быть мотивированы. То есть, иногда он говорит какие-то, я просто не слежу за ним, но вот то, что я видел, иногда он говорил какие-то прям неплохие поинты. И, по-моему, осенью мы его видели с вами, демонстрировали, вы как-то показывали какой-то кусочек, где он говорил об этом, что я не вижу смысла мобилизироваться. Конечно, они будут идти в СЗЧ, понятное дело, а вы сделаете это как надо. То есть он, на самом деле, здравые мысли у него есть. Второе, по поводу того, что он еще сказал. Сказал он очень мудрую вещь. Он говорит, я розумію, в Україні все можливо. Смотрите, як Залужному сейчас... Страна возможностей. Да, но сейчас вот это то, что он сказал, это его буквальное признание в том, что реально возможно все.
У нас клоун может быть президентом. У нас человек, не знающий английского языка, может быть послом. Посол должен быть не просто, знаете, в чем же суть? Почему очень важно, что посол знал язык? Это же не просто знание языка. Ты должен знать культуру. Это очень важно. Социокультурный фактор играет ключевую роль. Умение правильно взаимодействовать, знать, перед кем нужно преклониться, знать, кому протянуть руку, знать, кому подвинуть стул. Это очень важно. Я очень далек от того, что, той мысли, что Залужный все это знает. И если, допустим, посол, вот я могу понять, отправили послом в Британию, но у него есть какие-то заслуги, у этого человека. У Залужного объективно есть какие-то заслуги. Он может кому-то нравится, может не нравится. Военные его в целом любят, от него неплохо отзываются. И вот он не знает английский язык на таком уровне, это профнепригодность. У меня вопрос. Сибирь. Это твоя прямая специализация. То есть ты как бы должен точно знать английский язык. Но его Срус Ренц, вот это вот то, что как он это все... Понимаете, я когда это слушаю, я... Вот у меня был выпускной в январе в медицинском Южно-Уэльском университете в Британии. И с нами, у нас ни одного славянина не было на курсе, там было 200 человек, не было ни одного славянина, кроме меня. И там был один албанец, я не знаю, можно ли их отнести к славянам или нет, но там был албанец. Так вот, он очень плохо знал английский язык, в разговорной. Писал он прекрасно, я видел его работы, хорошо он пишет, он контрольно классно все писал, но разговорный был у него отвратительный. Так вот, самый низкий показатель по английскому языку там – это самый высокий показатель в нашем министерстве. То есть вот это вот где профнепригодность. Почему мы об этом не говорим? Почему мы не говорим о том, что президент, у которого, внимание, не протестирована психика, не является профнепригодным? Почему, например, возьмем, не является он специалистом в оборонке? Не является, никогда не был. Он даже в армии не был. Является ли он профпригодным или нет на позиции министра обороны? Человек, который никогда не был, не имеет никакого отношения к армии. Хотя это, прецедент, то, что пишет его ведомство с официального аккаунта, понимаете? То есть вообще, что он... Чем они занимаются там, да, на этим официальных аккаунтов. Это действительно, как бы, это античеловеческая, прежде всего, позиция. Ладно, там под постами каких-то, не знаю, там, Медведевых, каких-то политиков, каких-то еще, как бы, официальная страница, ответ, типа, официальный от Министерства обороны. А так это просто от человека, который утверждает, что он там пострадал, да, непосредственно, или знает, как страдали люди после этого удара. Понимаете, вот вы так говорите, там, Министерство обороны, там, Министерство иностранных дел. Да просто беда происходит с тем, на каком этапе Федоров, получивший задание, да, о том, что давайте разбираться с мобилизацией, вот это все происходит. Вот выходит в ефір мер Івано-Франковська Марцинків. Щодо інших проблем. Була проблема 2 дні з вивозом сміття. Внаслідок того, що в одному з підприємств АТП 0928 закінчилось бронювання, відповідно, перебронювання, і частина працівників не виходила. Але дякую сьогодні за ніч, в принципі, ті проблеми, особливо на вулиці Донцова. Там ще дещо була проблема, аварійна розкопка водоканалу, не можна було доїхати, але прибрали, тому це такі проблеми вимушені, які мусили вирішити. То есть он там, отчитывается, сидит, записывает, бубнит, понимаете, то, что никому не интересно, но он вдруг говорит о том, что вот в этой горе мусора, вот в этой, в Ивано-Франковске, виновато то, что не было брони. И они сидели, коммунальщики, по хатам и ждали, когда этот вопрос решится, потому что вовсю орудуют ТЦК. И все говорят, это регионы, может быть, там что-то в регионах. Вчера в парламенте украинском Клименко выходил и отвечал, говорит, мы там все по закону делаем, мы вообще там, вот нам обращается ТЦК, мы вот как бы по закону, мы, в общем, ничего не... Короче, святее Папы Римского, менты, да, конкретно. Мы святее Папы Римского. Вчера же, ровно вчера, в том же самом Киеве, это не регион, не глубинка, недалеко где-то. Вот такая вот история.
То есть люди, как бы человек вцепился в забор, они его как бы пристегнули наручниками к забору, вот этому железному заборчику. Там мужик говорит, человек не хочет умирать. Я вас ненавиджу! Ну и кричат все люди, да, то есть там женщина выходит, говорит, я вас ненавижу, понятное дело, что ненавидит. И это как бы, ну, прямая же ответственность водителя автобуса, понимаете? Это же прямая, это же четкая была разнарядка, да, этому стюарту автобуса Федорову, да, чтобы этого не было. Сейчас об этом все заговорили. Это уже никто не говорит, что это ИПСО, это там придумали, все. Все просто с этим живут. Почему? Потому что воля подавлена настолько сильно обстоятельствами, что психика не способна выйти на более высокий показатель. Свобода — это в рамках пирамиды Маслоу, это настройка сильно выше, чем уровень безопасности. Для людей сейчас уровнем безопасности является кровь, питание и какие-то базовые возможности. Ну, типа там прокормить свою семью, чтобы было тепло, было что кушать, что пить, и физически был цел, жив и здоров. Но вот после этого идет уже следующая настройка, это там выживание в рамках социума. И вот выживание в рамках социума, вот эта вот насильственная мобилизация, она не реализуется. Но для того, чтобы перейти на этот более высокий уровень, люди должны обеспечить себе более низкий уровень. Согласно концепции пирамиды Маслоу, мы должны удовлетворить базовые потребности. Вы, Александр, поймите, что их винить в этом сложно. Если их базовые потребности не удовлетворены, то они не могут думать о свободе. Вот они говорят, он жить хочет. Это правда, и это прям звучит ужасно. Знаете, вот это... Потому что он понимает, чем это закончится. То есть это он понимает, что его и он умрет. И это довольно быстро, это не будет долго. Ну, то есть это будет месяц-два, его уже не станет. И никто даже не будет платить никаких выплат по очевидным причинам. Никто не получит денег. Ну и, в принципе, деньги на жизнь нет. Мы понимаем, что это абсурд. В этом случае у человека нет никакой мотивации двигаться навстречу государству и помогать. И несмотря на то, что Федоров говорил, то, что надо это все прекратить, нужно с этим бороться, один Федоров не может это изменить. Есть причина. Федорову может доноситься одна информация, по факту может быть совершенно другая. Федорову могут рассказывать о том, что вот смотрите, мы сделали то-то, 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 а по факту перекрывают целые улицы и проспекты. Вы слышали об этом? Улицы и проспекты перекрываются сейчас, благо есть. Большое спасибо той полиции, которая уведомляет. Среди полицейских есть люди, которые уведомляют районы о том, что, смотрите, тут будет перекрыто, если что, мы вас уведомили. Мы будем тут стоять, сюда не ходи. Как говорят, смех башка попадет. В общем, они как бы еще поступают по-человечески. Есть еще такие люди, за что им большое спасибо. Но это же не контролируется Федоровым. Федоров не может на все это повлиять. Он взял на себя ответственность такую. Это его, конечно, ошибка. Но он не может повлиять на это все, хотел бы он или не хотел. Это уже система внутри системы. То есть даже если Федоров дает такое указание, этого не совершать, люди внутри системы хотят выживать, хотят зарабатывать. Они будут продолжать это делать в обход запросам министра. В обход. Система внутри системы дело такое, но и в системной есть ошибки. Граф Портников рассуждает о закритих границях. Я вас переконую, що коли ухвалювалося рішення про закриття кордонів для людей мобілізаційного віку від 18 років до 60, ухвалювалося рішення людьми, які були впевнені, що за 2-3 тижні все це закінчиться. Тому що вони всі в це щиро вірили. Рівно так, як вони щиро вірили в те, що не буде війни, і рівно так вони щиро вірили, що вона швидко закінчиться. Ну як не може вона бути довго? Те, що говорив Арестович, він ж говорив їхнім голосом, він ж був радником Офісу Президента. Вони в це вірили. І, значить, вони не бачили в цьому нічого особливо. Потім вже якось було не до того це якось чином скасовувати або змінювати, тому що люди вже зрозуміли, що вони були в війні. Чи могли бути інші рішення? Так, могли бути. Могли бути рішення, я би сказав, тимчасової регуляції в'їзду-виїзду, коли людям би чітко говорили, що вони можуть виїхати там на термін 30-90 днів, запровадити систему типу «Резерв плюс», відразу в ній, щоб в електронному вигляді з'являлися повістки до ТЦК, посилити відповідальність за неявку по цих повістках,
зробити так, щоб люди, які отримали ці повістки і не повернулися до країни в визначений час, втрачали б зв'язок з країною, як це в Ізраїлі робиться, де фактично людина не може отримати закордонний паспорт, якщо вона не має зв'язку з країною, тільки тимчасовий документ. Ну і таке інше. Можна було розробити цілу низку заходів. Чи це означає, що багато людей би втекло б з країни? Так. Але вони і так втекли. Просто створили неймовірного рівня корупційну вертикаль. Втечі. То есть и убежали, и вертикаль создали коррупционную. Вот же какая интересная история. Потому что не было нормальных решений. Принято с самого начала. Верили, что это все 2-3 недели. Да, но интересно то, что как он заговорил. Раньше он себе такого не позволял. То есть он уже начинает ставить под сомнение целесообразность принятых решений. И обратите внимание, он говорит, что тот, кто транслировал 2-3 недели, он же это транслировал, это же был род офиса президента. То есть он уже как будто бы в сторону офиса президента плюнул. Интересно, кстати, я хочу посмотреть на динамику развития этой личности, как он дальше будет двигаться, потому что у меня есть подозрение, что он начинает понимать, к чему все идет. И нужно резко принимать сторону людей. Но ведь здесь у него более человечная позиция. Он говорит, ну открыли бы границы, дали бы условия, ввели бы более строгие. Зачем было закрывать? Это было ошибкой. То есть, понимаете, он начинает принимать сторону людей. А сторону людей принимает кто? Те, кто вскоре понимает, что сядут на вилы, и народ как бы терпеть это не будет. Ну, происходит сейчас уже повсеместная фиксация всех вот этих турбопатриотов. Те, кто думает, что это никак не ухнется, не будет никаких последствий, я вас уверяю, последствия будут. Они будут отсроченными, но они будут точно. Потому Портников, видимо, это как-то чувствует. У него, видите, такой нос, там нюх хороший. Он как бы ощущает приход последствий. Ну и, походу, он уже не ставит так на офис президента, потому что в офисе президента, если раньше было там 2 крыла, сейчас уже 3 крыла, все поразделялось, люди начинают сомневаться, принимать какие-то совершенно другие решения, которые не были соотносимы с идеями на начальном этапе. И я допускаю, что пусковым механизмом всей этой истории как раз была война в Иране. Потому что если бы не война в Иране, у России не было такой сильной позиции. Сейчас количество проданного топлива со стороны России увеличится, как минимум в Китай, потому что Китай с Ираном тесно связан. А укрепление отношений, то есть что сделала США? Укрепила отношения между Китаем и Россией, по сути. Хотя основной историей этого гегемона было снижение влияния России и снижение влияния Китая на мировой рынок. Не получилось, получилось хуже. Причем сейчас они как-то думают, как из этого выбраться, они могут. Вот то же самое делает Портников. Пытается как-то из этого выбраться, но не факт, что у него это получится. Да. Вообще, конечно, тут другой момент. Тут же вот сравнивают бусификацию с охотой. А так ведь это и есть. Просто, кто-то ловит, отпускает, там, рыбаки, да, кто-то дает убежать. И Портников фактически говорит, так а почему мы не дали сбежать? Они сбежали и так. Но проблема в эффективности, да, в эффективности. То есть какой процент, которому, если бы дали бы убежать всем, то все бы не разбежались. Наоборот, крепче бы стояли. А так, получается, не дали убежать. И тех, которые хотели бы убежать, но не убежали, их принуждают. Сейчас вот сообщения же идут с фронта. Да? Там понятно вот это все. Я даже обсуждать не хочу, хотя знаю, что вы в Суворовском учились. То есть эти темы периодически у нас всплывают в наших с вами разговорах военные. О том, что вот мы почти освободили Днепропетровскую область. А потом раз... А там продвижение дипстейт рисует. На картах ничего нет. Говорят, мы там почти полностью, сдали Гуляйполе. Но это часть задумки военной. Вы там, мол, это военная задумка. Да? То есть, и все как бы видят, как Славянск утюжат кабами последние 2 суток. Как движение идет в ту сторону. Сейчас уже это фактически начинается битва за Славянск и Краматорск. То есть, война война сама по себе. А людей, которых насильно схватили и засунули в бус, откровенно уже признают, они штурмовики. Происходит какое-то перерождение, и они становятся штурмовиками.
А журналисты говорят, подождите, так они же ухылянты. Да, говорит, они ухылянты. Вот вчерашние ухылянты – это сейчас сегодняшние штурмовики. С одной стороны, все говорят, представляете, как фронт меняет людей. А с другой стороны, это безысходность. То есть человек, который попался, он уже предается в руки своей судьбе и уже как бы идет на смерть. Человек, которого оторвали от трубы, от заборчика во дворе в Киеве, да, одевают его и отправляют, так сказать, штурмовать посадку. И он идет, и он ничего не может с этим сделать. Почему такая метаморфоза происходит? Подавление воли происходит еще на этапе ВЛК. Дело в том, что есть люди, у которых, вот смотрите, ВЛК не происходит поодиночку. Их там несколько человек сразу. И, как правило, если ты стоишь и ты наблюдаешь, что откровенный инвалид, не способный воевать, признается пригодным, твоя нервная система автоматически принимает истину. Я пойду туда умирать. После этого у человека не возникает особых побуждений. Единственное, кто это сильный духом и волей человек, может оставаться при своей системе убеждения, при своих взглядах, и он там потом идет в СЗЧ или еще куда-то. Ни в коем случае не призываю, но вы помните, что у вас есть всегда возможность не умирать. Каким образом вы решите сами. Но суть заключается в том, что люди, попавшие на фронт вот туда, они настолько уже истощены, их настолько подавили, некоторых пытали. Я думаю, для вас это не будет секретом, да, Александр, что некоторых пытают. Некоторые наблюдают, как относятся к тем, кто убегал в СЗЧ и не получилось. Есть вот кадры, тоже показывают, как издеваются над людьми. Ну, то есть это просто ужас. И когда полностью подавлена воля, вы знаете, это примером тому является во время фашистской Германии эшелон, когда шла, допустим, сотня, 2 сотни евреев, их охраняло 3 человека с автоматами по 30, по 40 патронов. И эти люди могли бы их просто порвать на части, этих 3-4 фрицев, но ничего не делали. Абсолютно подавленная воля. Тот же фашизм, что был раньше, только внутри государства и по отношению к своим гражданам. Спартак Суббота был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Спасибо, Александр. Друзья, спасибо, что посмотрели это видео. Напишите в комментариях, с чем согласны, с чем нет. Берегите себя и друг друга. Добра и света.